Мальчик Ваня был настоящим бунтарем, который не знал покоя. Ему было всего лишь 3 года, но уже сейчас было ясно, что он не понимал слова «нельзя». Все в его мире было новым и интересным, и он не знал, как отличить опасность от безопасности. Мама и папа Вани постоянно беспокоились о нем. Они старательно закрывали двери и контролировали его пребывание на улицах и в парке. Однако Ваня был слишком энергичным и быстрым, чтобы удержать его под контролем. Он мог спонтанно встать и уйти в город, если дверь оставалась незапертой. Во время прогулок в парке он часто просто убегал, не обращая внимания на призывы няни или своих родителей. Няни, которые следили за Ваней, были постоянно на краю нервного срыва. Они пытались заботиться и защищать его, но мальчик был слишком непоседлив. Они испытывали все больше и больше трудностей, пытаясь убедить его в важности безопасности и следования правилам. Но ребенок был слишком мал, чтобы понять и воспринять их наставления. Психологи, которые проводили с Ваней работу, смирились с тем, что предстоит еще много сделать. Они понимали, что ребенку нужно время, чтобы развить чувство ответственности и осознание опасности. Ване предстояло много учиться и расти, и они были готовы поддерживать его на этом пути. Этот мальчик был чистым листом, на котором еще предстояло написать множество страниц его жизни. К тому же он не говорил, что только сильнее утруждало его окружающих. Родители надеялись, что со временем он начнет разговаривать и сможет выразить свои чувства и потребности. Они мечтали, что рано или поздно Ваня обретет голос и сможет общаться с миром вокруг него. После каждой такой сложной прогулки папа Вани с трудом находил его и возвращал домой. Он проводил с ним долгие беседы, пытаясь объяснить, почему его действия могут быть опасными. Отец делал замечания, но Ваня не понимал, что он делал плохого, ведь он просто хотел гулять и исследовать все интересное вокруг себя. Ваня был озадачен тем, что его прогулки вызывают такое беспокойство у взрослых. Он не мог понять, почему его экспедиции приносят столько напряжения и беспокойства. Он просто хотел узнать мир и обнаружить новые интересные вещи. Один раз, когда отец вез мальчика к психологу, Ваня снова нашел способ выбраться на улицу. Воспользовавшись моментом, когда его отец отправился в туалет, маленький исследователь тихонько сбежал. Ему так хотелось исследовать новые места и увидеть мир за пределами стен. Отец, вернувшись и не найдя Ваню, запаниковал. Он быстро проверил все окрестности, но нигде не увидел своего сына. Сердце отца билось быстрее, пока его мысли бегали во всех направлениях. Ребенок был мал и незащищен, и отец испытывал глубокую тревогу за его безопасность. Когда Ваня увидел грузовой автомобиль с открытым кузовом и упаковками молока внутри, его глаза сверкнули радостью. Маленького мальчика привлекли яркие картинки с пятнистыми коровами на каждой пачке. Он был увлечен этими упаковками и мечтал поближе рассмотреть их. Без колебаний Ваня подбежал и, не раздумывая, залез в кузов грузовика. Он ощутил радость и волнение, оказавшись внутри, окруженный множеством упаковок молока. Картинки с пятнистыми коровами были перед ним, и он был весьма заинтригован этим визуальным миром. Однако внезапно кузов автомобиля беззвучно закрылся, и Ваня почувствовал, как грузовик тронулся с места. Ребенок не сразу осознал, что происходит, и начал беспокоиться, поскольку не мог выбраться наружу. Время шло, и он чувствовал, как автомобиль все дальше удаляется от привычной среды. Маленький мальчик испытывал смешанные чувства страха и непонимания. Он не знал, куда его везут и что будет дальше. Однако он не мог выразить свои чувства и не мог никому рассказать о своем положении. Внутри грузового кузова было темно и тихо, и Ване оставалось только ждать и надеяться, что кто-то заметит его и поможет. При резком повороте несколько упаковок упали на мальчика, и молоко разлилось. Вытереться было нечем, и молочные потеки высыхали на лице липкими дорожками и островками. Когда грузовик автомобиля наконец остановился и водитель начал выгружать пачки молока, Ваня, чувствуя свободу, быстро и незаметно выбрался из кузова. Он огляделся вокруг, оказавшись в незнакомой местности, и вздрогнул от удивления. Перед ним простиралось широкое поле,
и запах свежего воздуха наполнил ноздри. Ваня уставился своими широко открытыми глазами на лесной горизонт и понял, что он далеко от дома. Окружающая его природа отличалась от привычных городских улиц. Это было нечто уникальное и непостижимое для него. Маленький мальчик почувствовал огромное чувство свободы и поднялся на ноги, осознавая, что теперь он сам главный герой своих приключений. Его сердце радостно билось, волнуясь о том, какие секреты скрывает эта неизведанная местность. Ваня понял, что пока находится вдали от дома, он должен самостоятельно искать обратный путь. Он беспечно повернулся и хлопнул в ладоши, выражая свою радость и волнение перед новыми приключениями. Перед ним лежала неизведанная территория, и он был полон решимости и любопытства исследовать ее. Очарованный красотой окружающей местности, Ваня начал осторожно продвигаться вперед. Ребенок воспринимал все новое с огромным удивлением, словно каждая маленькая деталь природы раскрывала перед ним свой собственный уникальный мир. Комары жалили его кожу, но Ваня не обращал на них внимания. Он был слишком увлечен исследованием новой среды. Наконец Ваня устал. Он понял, что это не тот город, к которому он привык. Это было совсем другое место, где он никогда раньше не бывал. В его мыслях возник вопрос, как он мог заблудиться и попасть так далеко от дома. Он никогда раньше не видел таких полевых дорог, размытых дождем земли, покрытых грязью и без асфальта. Все вокруг было чужим и необычным. Мальчик, погруженный в свои мысли, не обратил внимания на то, что споткнулся и упал прямо в грязь. Его одежда и руки запачкались, и земля прилипла небольшими кусками к молочным пятнам на лице. Но он не обратил на это внимания. Его единственная мысль была, как быстрее покинуть это место и вернуться домой. Следуя своему инстинкту, Ваня постарался скорее отойти. Вдалеке он заметил ряд домиков, совсем как в мультике. Для маленького мальчика, который рос в городе, эта картина была чем-то непривычным и удивительным. Все выглядело так прекрасно и сказочно, что Ваня почувствовал радость и снова успокоился. Он уже забыл о своей поездке на грузовике и неприятном падении в грязь. Для ребенка началось новое приключение, и он с нетерпением потопал к этим домикам. Подойдя ближе, Ваня увидел деревню с уютными домами, увитыми зеленью виноградных лоз и цветов. Дорога, покрытая камнями и окруженная деревьями, вела прямо в центр маленького поселения. Шум пробуждающейся жизни уже сквозил по воздуху, а пение птиц приветствовало его в новом путешествии. По деревне быстро разлетелась новость. Появился незнакомый мальчик, и его лицо было обезображено язвами. Люди с тревогой и недоверием относились к этому таинственному ребенку, который по виду еще не успел перейти 3-летний возраст. Дети, увлеченные возможностью познакомиться и подружиться, испуганно отшатывались, как только видели его лицо. Маленький мальчик, казалось, не обращал внимания на отталкивающую реакцию людей. Он продолжал блуждать по деревне, излучая изумительную энергию и искренний смех. Баба Нина, мудрая старушка из деревни, всегда обращала внимание на несчастье и нужды других людей. Она не могла остаться равнодушной к судьбе малыша. Она крикнула ему: «Вон, живи хотя бы там у леса. Там раньше егерь Петрович жил, да уехал потом. Не жить же тебе на улице». Мальчик, переполненный надеждой на то, что он найдет здесь свое место, пошел к дому, указанному бабой Ниной. Когда он приблизился к нему, он увидел, что домик был старым и небольшим. В двери не было замка, и мальчик бесстрашно исследовал свое новое временное жилище. Это было что-то новое и увлекательное. Деревенские жители проявляли сострадание и жалость к ребенку, начали регулярно носить ему еду, оставляя ее у порога. Они прониклись к мальчику и решили помочь ему в его трудностях, хотя не могли понять, откуда он пришел и почему его лицо было обезображено. Баба Нина велела детям не дразнить незнакомца. Малыш Ваня так и жил один в домике у леса несколько дней. Из-за его проблемы с речью никто не смог выяснить его настоящее имя или происхождение. Местный участковый полицейский обещал начать расследование, но по описанию данному бабой Ниной выяснилось,
что никакой ребенок с язвами на лице не пропадал. Малыш Ваня нашел уют в старом лесничьем доме и любил сидеть в углу, размышляя о своей жизни и о прошлом, которое ему казалось таким далеким. Ваня был невероятно милым мальчиком, и его черные вьющиеся волосы покрывали голову, создавая пышную шевелюру. Глаза у него были глубокие и серьезные, словно в них скрывались самые древние тайны. Его задумчивый вид и выражение лица говорили о том, что он нередко уходил в свой внутренний мир, переживая неведомые для других мысли и воспоминания. Когда малыш Ваня усаживался в своем уголке, в его мысли уносили его в то время, когда он просто вышел из дома и пошел гулять по улице. В этом простом действии было что-то, что изменило его жизнь навсегда. Слишком много произошло за эти несколько дней, и Ваня пытался составить пазл из своих воспоминаний. В глубине души он понимал, что оставил какую-то привязанность позади, что-то, что было его реальностью. Но чем бы это ни было, оно было затянуто туманом и стало частью его прошлого. Ваня продолжал выдумывать варианты того, как он был связан с этой загадочной деревней, но все его попытки привели лишь к еще большему запутыванию мыслей. Слишком мал он был, чтобы анализировать. Однако Ваня не сдавался. Он верил, что ответы придут к нему, когда настанет подходящее время. В это время он оставался в своем уголке в доме, склоняя голову и погружаясь в мир своих детских размышлений. Он думал о доброте, которую ему оказали в деревне, о людях, которые боялись его лица, и о том, где сейчас его мама и папа. Малыш никогда не переставал думать о родителях и о доме, который он оставил позади. Он мечтал встретиться с ними снова, чтобы они объяснили, что произошло и почему он оказался здесь вдали от них. Но вечер за вечером он сидел в тишине и просто позволял мыслям переплетаться. Однажды, как обычно, охотник по имени Станислав приехал навестить свою маму, бабу Нину. Ему было уже 30 лет, и он жил в городе, но охота на уток и сбор грибов всегда оставались его большими страстями. Он был опытным охотником и грибником. Станислав любил слушать рассказы своей мамы о происходящих в деревне событиях. Он всегда был внимателен и заботлив к ее словам. В этот раз баба Нина рассказала ему о малыше с язвами, который живет в доме егеря у леса. Она поведала о том, как деревенские жители впервые встретились с мальчиком, своим страхом перед его внешностью и о том, как они начали носить ему еду. «Сынок», — сказала баба Нина, — «ты знаешь, этот малыш очень одинок». «Мама», — удивился Стас. Живя у леса, он подвергается опасностям дикой природы. Дикие звери могут быть опасными для него. Он нуждается в помощи и защите. Я не могу оставить его одного у леса. Мне нужно найти способ помочь пацану. Они продолжали обсуждать ситуацию маленького мальчика. Баба Нина поделилась с сыном деталями о ребенке и о том, как деревенские жители относились к нему. Станислав видел, что это дело затрагивает сердце его матери, и он решил, что должен предпринять какие-то действия, чтобы помочь этому мальчику. Стас принял решение взять малыша с язвами в полицейский участок, поскольку ему стало ясно, что, возможно, его кто-то ищет. Он понимал, что такое может произойти, так как его собственный друг Володя недавно потерял сына и безуспешно искал его. Сердце Стаса было переполнено симпатией и заботой, и он считал, что это его обязанность – помочь малышу и, возможно, вернуть его туда, где его ждали. Стас предложил бабе Нине и остальным соседям сопроводить его до дома егеря, где жил малыш. Ему было интересно увидеть ребенка с редкой и непонятной болезнью. «Зачем ружье-то взял?» – поинтересовалась баба Нина, скептически оглядывая обмундирование сына. «Я взгляну на мальчугана и, может, заодно наведаюсь в лес за утками», — ответил Станислав. Когда они подошли к дому егеря, они увидели малыша, который бродил около дома. Стас мгновенно почувствовал, как его сердце сжалось от сострадания к этому уязвимому одинокому ребенку. Ваня поднял голову и посмотрел на собравшихся взрослых своими глубокими глазами. Внешность Вани с язвами могла быть пугающей для некоторых, но в этот момент Стас увидел за этим личиком удивительную силу и душу.
Он понимал, что необходимость помочь этому малышу и предоставить ему безопасность стала его долгом. «Вот он», – прошептала баба Нина, – «мальчик, о котором я говорила». Ваня отвлекся и уже был глубоко сосредоточен на маленьком грибе, который нашел в траве. Но вдруг он услышал шум и заметил, что к нему приближается толпа людей. Мальчик выпрямился и уставился на них с удивлением. Такой толпой людей еще никогда не подходили к нему. И Ваня ощутил смешанное чувство любопытства и нервозности. Старческий голос бабы Нины ласково прозвучал среди толпы. «Ванечка, вот мы и пришли к тебе. У нас есть хороший человек, который хочет помочь». Ваня смотрел на людей в ожидании. Неизвестно почему, но ребенок почувствовал, что эти люди несут что-то важное для него. Его любопытство усилилось, и он медленно поднялся на ноги, держа в руке найденный гриб. Но тут Станислав пригляделся. Какое странное у него лицо. Баба Нина авторитетно подняла вверх указательный палец. «Вот-вот, я тебе говорила, что у него странные язвы. Никто не хочет заразиться. Мы не знаем, откуда взялся этот мальчишка». На лице Станислава было написано крайнее удивление. «Но это не...» — начал было он, однако вдруг резко произнес присутствующим. «Тихо!» Неожиданно охотник побледнел. Взгляд его застыл, а руки судорожно сжали ружье. Никто не успел понять, что происходит. Охотник быстро вскинул ружье и прицелился. В его зорком взгляде появилось что-то странное, вызванное его опытом и инстинктами. Через мгновение на глазах у всех раздался выстрел, и пуля пронзила ствол дерева прямо за малышом. Изумленный взгляд мальчика с язвами был направлен на место, где появилось пулевое отверстие. В тишине наступило непонимание, но тут рев медведя пронесся сквозь деревья. Медведь, который до этого незаметно пробирался к малышу сквозь густую растительность, под воздействием выстрела оказался ослеплен залпом. Он испуганно зарычал и побежал вдоль лесной опушки, стремительно удаляясь. Стас охватил прилив облегчения. Он осознал, что успел заметить движение медведя заранее и принял решение стрелять в дерево специально, чтобы спугнуть зверя. Ваня, не понимая происходящего, посмотрел на охотника и громко заплакал от испуга. Ребенок растерялся и попятился назад, в итоге упав в грязную лужу. Толпа людей заголосила от неожиданности и волнения, но Стас сразу же среагировал. Он не испугался язв на теле мальчика и быстро подошел, взяв его за руку. «Пойдем на речку, Ваня. Нужно умыться и смыть эту грязь», — сказал Стас с нежностью и заботой в голосе. По дороге к речке Стас оглянулся на остальных соседей и напрямую упрекнул деревенских жителей. «Эх вы, а еще взрослые люди! Ребенку от силы года 3, а вы испугались какой-то заразы. Если бы она была настолько страшной, язвы стали бы больше, да и сам ребенок бы не выжил. А вы относитесь к нему как к зверенку. Ему самому еще забота нужна», — высказался Стас. Его голос был пропитан разочарованием и осуждением. Баба Нина и остальные соседи замерли, ощущая справедливость и силу слов Стаса. Продолжая свой путь, Стас по-прежнему держал Ваню за руку. Ваня все еще ревел, но уже смотрел на Стаса с благодарностью и чувствовал себя защищенным. Солнце уже стояло достаточно высоко, и его лучи играли на поверхности озера, создавая яркие блики, которые переливались всеми цветами радуги. Ваня останавливался и смотрел с восхищением на это магическое зрелище. Его глаза сверкали, как самые чистые кристаллы. Слезы высохли сами собой, хотя мальчик еще всхлипывал и периодически вытирал рукавом свой маленький нос. Шум травы под ногами смешивался с тихим гулом наблюдающих соседей. Они стояли и смотрели, как Ваня и Стас подходили к речке. Рябь на воде в такт с прибрежным ветерком создавала мелодичный концерт, который наполнял сердца окружающих людей благоговением и приятными ощущениями. Неприятные мысли забывались. Люди смотрели на малыша Ваню с язвами на теле, но теперь их взгляды были наполнены не страхом или отталкивающим любопытством, а скорее любовью и сопереживанием. Деревенская природа пела свою мелодию спокойствия, объединяя сердца и души людей.
Мягкая вода, стремясь освежить и очистить, начала смывать липкие комья земли и разводы грязи с кожи. Мальчик ощутил, как заботливые движения и чистая вода избавляет его от грязи. Постепенно комья земли размягчались и уносились течением реки, оставляя лишь свежесть и чистоту тела. Кожа Вани, подобно лепесткам цветка после дождя, оказалась свободной от покрывающей ее грязи. По мере того, как грязь уходила, перед глазами Стаса открылась настоящая внешность Вани. Его темные кучерявые волосы блестели на солнце, он перебирал их пальцами. Ресницы теперь выступали ярким акцентом, украшающим его задумчивые глазки. Вокруг уже стояла тишина, прерываемая лишь слабым шелестом ветра и ручья, словно они наблюдали важное волшебство, происходящее между Стасом и Ваней. По мере того, как река очищала малыша, все присутствующие наблюдали преображение мальчика. И, наконец, последняя частица грязи с левой щеки ушла, раскрывая приметную родинку. Ваня обратил взгляд на Стаса. Его глаза были полны благодарности. Эта маленькая деталь, родинка на его щеке, стала своего рода подтверждением его настоящей личности, его уникальности. Стас, увидев чистое личико мальчика, вдруг ошеломленно закричал: «Да это же Ванька, Володин сын!» Его голос был полон изумления и радости. Баба Нина, услышав его слова, посмотрела на Стаса с недоумением, приходя в себя от неожиданной новости. «Володин? Ты уверен?» — спросила она с сомнением. Стас улыбнулся и кивнул. «Да, это точно Ванька. Теперь я узнал его. И нет у мальчишки никаких язв. Он чем-то перемазался, пока блуждал по дорогам. Пацан все время был у вас под боком. А мой друг Володя бродит по городу с полицией в его поисках». Баба Нина и остальные жители деревни обменялись взглядами, а затем их лица осветились радостью и изумлением. На ходу Стас достал мобильник и набрал номер своего друга Владимира. «Привет, Володя. У меня для тебя хорошая новость. Твой сын нашелся. Он находится в деревне моей матери». «Да, совершенно верно. Ванек, оказывается, потерялся и был здесь все это время. Невероятно, верно?» «Стас, я безумно рад», — послышался голос собеседника. «Спасибо, дружище. Но знаешь, у моего сына поведенческие отклонения. Он может просто встать и уйти. Стоит лишь моргнуть и упустишь. С ним работают специалисты. Прошу тебя, друг, не спускай с Ваньки глаз. Володя, он будет под моей охраной», — обещал Станислав. «А завтра я сам привезу его к тебе». Разговор продолжался несколько минут. Стас объяснял детали и делился радостью с Володей. Затем он положил телефон в карман и посмотрел на Ваню с волнением и теплотой, осознавая, как его возвращение повлияет на отца. Мужчина весело подмигнул ребенку. «Ну что, Ванек, скучаешь по папе?» Мальчик кивнул. Светлые глазки заблестели. «Завтра мы поедем к нему. Не убежишь?» Ваня отрицательно помотал головой. Слишком активно. Он больше не хотел уходить. На следующее утро Стас сдержал свое слово и подготовился повезти Ваню домой в город. Малыш был полон нервозности и тревоги, но знал, что это неизбежно. Их путешествие началось с прощания с бабой Ниной и остальными соседями, которые все еще находились в восторге от того, что Ваня нашел свою семью. Малыш с нетерпением смотрел в окно маленького автомобиля, когда они покинули деревню и вступили на дорогу. Ландшафт за окном постепенно менялся. Зеленые поля и пастбища сменялись автомобильными трассами, строящимися зданиями и множеством машин. Ваня смотрел на все это с открытым ртом. Он осознал, что есть еще так много интересного и незнакомого вокруг. Окружающие города и люди дали ему понять, что если он уйдет из дома без спроса, может случиться беда, и он окажется в далеком и чужом месте без родных людей и заботы. Он понял, что не так давно мог стать добычей дикого зверя, если бы не дядя Стас с его ружьем. Ваня все больше втягивался в пейзажи, которые мелькали за окном. Огромные здания и небоскребы тянулись вверх, словно касаясь небес. Машинный гул и суета улиц создавали бурлящую атмосферу. Мальчик наблюдал за людьми, торопящимися взад и вперед по улицам, и понимал, что мир гораздо больше, чем он себе представлял.
Так началось взросление Вани. Его поведение скорректировали не психологи, а реальная жизнь со своими событиями и сложностями. Владимир, увидев своего сына, не мог сдержать эмоций, а радость и облегчение переполняли его сердце. Он прижал улыбающегося Ваню к своей груди. «Ванечка, родной!» — с горящими глазами прошептал Владимир. «Я так сильно тебя просил, чтобы ты не убегал. Лучше мы будем везде гулять вместе, ведь я никогда не хочу тебя терять». Мальчик улыбнулся и отдался объятиям отца. В этот момент он чувствовал полное счастье и благополучие. Снова быть семьей и воссоединиться со своими родителями. Это было то, на что он так долго надеялся. С течением времени Ваня начал меняться к лучшему. Он стал более ответственным и осторожным, осознавая, что непослушание и роковое решение могут привести к опасности. Осознание того, что не всегда окажется рядом такой добрый и отважный человек, как дядя Стас, стало неотъемлемой частью его сознания. Жизнь в деревне и поездка туда сильно повлияла на Ваню. Это был важный урок и опыт, который помог ему осознать важность семьи, любви и безопасности. Он понял, что вместе с родными и близкими людьми можно преодолеть все трудности и стать сильнее. Кроме того, эта поездка также стимулировала развитие речи у Вани. Он стал активнее обучаться языку, стараясь выразить свои мысли и чувства словами. Ваня понял, что общение и язык являются ключевыми инструментами для взаимодействия с окружающим миром и строительства стабильных отношений. Хотя поездка в деревню повлекла за собой значительные изменения в жизни Вани, было ясно, что ему все еще требуется помощь психологов и педагогов. Но это приключение стало для него важным шагом в самостоятельность и доказательством того, что он способен справиться с трудностями и найти свое место в мире. Теперь Ваня знал, что, вопреки своему прежнему поведению, которое включало уход из дома без разрешения, правила и забота являются важной частью его безопасности и благополучия. Он понимал, что искать приключений нужно под присмотром людей, которые на самом деле заботятся о нем. Его изменившееся поведение и накопленный жизненный опыт привлекли внимание и восхищение окружающих людей, которые видели, как он растет и становится сильнее. Мир Вани и его папы наполнился радостью и благодарностью за то, что судьба снова свела их вместе благодаря чуду. Они осознали, что взаимная поддержка и забота помогут сделать каждый день солнечным и счастливым, даже если пасмурно за окном. Подписывайтесь, ставьте мне нравится, а впереди еще много новых историй.